Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Это прямой эфир. Василий Вакаров на связи прямо сейчас. Василий Дмитриевич, приветствую вас. Александр, здравствуйте. Добрый день всем. Друзья, всем большое спасибо, что присоединяетесь к прямому эфиру. Не забудьте поставить лайк и, конечно, поучаствовать в нашем эфире. Это сделать очень просто. Можно оставить свои вопросы в клубе зрителей «Шелест». Можно сделать это в открытом сообществе YouTube. Милости прошу. Анонс нашей встречи. Ну и, соответственно, ваши вопросы. И, конечно же, в чате трансляции, но это в самом финале будет такая мини-сессия вопросов от вас, уважаемые зрители. Очень интересно, как вы смотрите на ситуацию. И мы постараемся что-то прояснить сегодня. Начнем традиционно с опроса нашего сегодняшнего эфира. Он звучит следующим образом. Почему Зеленскому в Белом доме не ответили на его письмо с просьбой о ПВО? Варианты ответов. Ответили, но не публично. Как не ответили? Хексет же выходил, говорил, мы будем помогать Украине, все дела. Третий вариант. Еще ответят, но ответ только не понравится. Ну и четвертый вариант. Раскусили уловку. Собственно, скоро будет новый этап публикации пленок Зеленского. 4 варианта, не взаимоисключающие, где-то как-то вот дополняющие друг друга. Почему так начинаю? Да, потому что это письмо, это вообще нетипичное явление, это явно кто-то посоветовал. И это письмо, такое ощущение, правда, что на деревню дедушки и пустоту оказалось. И сегодня, буквально перед нашим эфиром, разошелся, такой монолог Буданова, который там рассуждает о том, что ему Зеленский дал поручение закончить войну как можно быстрее, желательно до зимы. Желательно до зимы, говорит Буданов, и опять начинается новая, Уиткофиада. Правильно говорю? Уиткофиада. Все ждут Уиткофа, когда он приедет, и вроде как в ближайшее время, без дат, но приедет Уитков, и вот что-то где-то обсуждается. Все это на фоне удара, который, в общем-то, по большому счету не случился. И тоже там есть какие-то такие подводные камни, что якобы кто-то попросил. Пресса пишет о Уиткофе, может кто другой, так сказать, сказал, что не надо. А может это россияне сами, потому что там сегодня День защиты детей, 1 июня, вчера Троица, большой праздник. В общем, ситуация закручивается и очень интересная. Что вы думаете по поводу этого письма? Это был, капкан или шаг отчаяния и слов Буданова, которые вот-вот только-только вышли, только все начинают их обсуждать. В свое время, Саша, во-первых, с праздником Троицы. Почему для меня это самое важное и самое главное событие, да? И почему я поздравляю всех, как человек православный. Причем, кстати, поздравляю я с праздником Троицы не только православных, а и всех христиан. Потому что в детстве, а мы все родом из детства, вот там, откуда я родом, этот праздник был одним из самых светлых, да, потому что, как мне моя покойная бабушка говорила, говорит, на апостолов снизошел Святой Дух, то есть явился Иисус Христос собственным обликом, рассказал всем, что и как, объяснил, ответил на вопросы всем апостолам, и вот на них, говорит моя бабушка, снизошел Святой Дух, и тогда вот эта вот Троица, нами так пачками еще объясняла, говорит, всем нам рассказали, показали, как нужно правильно молиться, и вот тебе, внучек. Так это по-простому выглядело. На самом деле, светлый праздник, и тем более он совпал сегодня с другим праздником светским, а он для меня тоже в детстве имел значение, да, и не только в детстве. Я отец, у меня есть дети, и поэтому, конечно же, как и для каждого родителя, вот этот день, Международный день защиты детей, да, раньше, по крайней мере, так он был, так он назывался, он связан с тем, что, слушайте, если кто-то дает команду убить детей, мне кажется, что, на мой взгляд, что команду удара по колледжу, да, по колледжу Старобельске дал лично Зеленский, потому что это же его была команда привести прах нациста Мельника на Украину и захоронить его. И вот именно в ночь, когда уже прах Мельника был на территории Украины, его везли из Закарпаття в Киев,
кому-то из организаторов этого перезахоронения пришла в голову такая мысль, конечно же, ужасная, она просто демоническая. Пришла в голову мысль, а как же вот на Украине, украинцев в первую очередь, не только заставить или возбудить вот по поводу вот этого вот переноса, перевоза и перезахоронения, собственно говоря, трупа неонациста Мельника. Вот во знаменование этого события было принято решение ударить по Старобельскому колледжу. А именно там, в Старобельске, готовят молодых педагогов. А почему по педагогам? Потому что мельниковцы после окончания Великой Отечественной войны как раз-таки убивали в первую очередь учителей, молодых педагогов, которые на то время советское правительство приняло решение отправить на Западную Украину для того, чтобы обучать детей, безграмотных детей, западенцев, воспитывать их, обучать, давать им знания новые. И вот когда мельниковцы поняли, что чем занимаются эти педагоги, как они образовывают их детей, вот на русском языке в первую очередь, они вырезали вот этих педагогов. И вот так именно, знаете, прах вот этого Мельника и перезахоронение его на Украине, значит, вознаменовано было убийством вот этих новых педагогов, молодых педагогов. Почему я говорю так, Саша? Потому что ровно через день, через сутки украинская власть нескольких педагогов, уже вот тех, которые обучали невинных убиенных детей, занесли на сайт «Миротворец». А с какой формулировкой занесли вот этих вот людей на сайт «Миротворец»? Да потому что они как раз-таки должны были перепрошить мозги, да, перепрошить мозги уже нынешним украинцам. То есть вот эти вот преподаватели, да, готовили новых педагогов для того, чтобы те перепрошивали мозги нынешним украинцам. Вот такая каша, вот такой замес как раз-таки произошел вот именно вот в эти сутки. Поэтому я именно сейчас вспоминаю об этих убиенных, потому что еще 9 дней, вот как раз вот проходят 9 дней после убийства, после смертей вот этих детей, вот этих новых или молодых педагогов. Ну, давайте так. Вот такое мое начало. Смотрите, раз вы вот отсюда заходите к этому вопросу, ну, понятно, что сейчас мы разберем слова Буданова, вот эти все игры вокруг Витков, и тем более, что это все очень взаимосвязано, как и письмо Конечно. по поводу ПВО. ПВО, значит, нет, да, и тут Россию, как бы, ну, есть такая информация, что просят американцы, некоторые говорят китайцы, ну, тут как бы кто-то, в общем, просит не бить и не, в общем-то, ну, у нас ждут вот этой ночью, которая будет, мы с вами 1 июня в прямом эфире, вот этой ночью или следующей. То есть опять это угроза, все, ну, уже который день угроза. А часы-то отщелкивают с момента вот этих объявлений МИД Российской Федерации, да и не только МИД, и Шойгу говорил, да, вот уже дни проходят, а вот этого как бы массированного и регулярного массированного обстрела Киева не случилось. И, соответственно, все видят, что, ну, как бы вот этот Старобельск, ну, не отмщен. Отмщен только, получается, на словах, в сводках Минобороны. И, собственно, ну, так и хорошо, день до ночь, сутки прочь. Знаете, Александр, мы с вами по-разному смотрим на эту ситуацию. Возможно, не мы с вами, а, возможно, информация, которая подается на Украине, да, как она продается, как она передается, и как произошло, и что происходит на самом деле. Не зря мы с вами так вот, вернее, не зря вот так я зашел в нынешний эфир с вами, вот двумя событиями, да, православным праздником и День защиты детей. Да все просто. Я просто, знаете, я это смотрю, и я рекомендовал бы смотреть на эти события с точки зрения президента Российской Федерации Путина. Почему? Я не потому, что, знаете, люблю Путина. Нет, я просто внимательно слушаю, что говорит президент России. А он буквально вот на днях,
у него было интервью, значит, его российские журналисты спрашивали по итогам произошедшего саммита в Казахстане. Его спросили, он давал комментарий, и Владимир Путин очень четко сказал, что реакция на убийство детей в Старобельске уже произошла. Это были удары по Киеву. Все. Это сказал Путин. На этом конец. Проехали, получается, да. На этом конец. Дальше. Значит, если мы отследим все перемирия, которые инициировала Россия, как в прошлом году, так и в этом году, все и большинство из них как раз-таки были посвящены либо религиозным праздникам, Пасхе, либо Дню Победы. Поэтому Россия и лично Путин никогда не даст команду бить по Украине во время религиозных праздников. Все то, что сейчас делает Зеленский, как он накручивает тему. Вот позавчера должны были ударить, со вчера на сегодня, сегодня на завтра, возможно, завтра на послезавтра. Это все чушь. Это все чушь, которая живет в голове Зеленского. Почему он накручивает так Украину, украинское общество? Да очень просто. И здесь то, что из тех анонсов, которые вы сказали, значит, хотел бы добавить свой комментарий по поводу письма, того самого письма на деревню Трампу от внучка его Володьки. Вот Володька внучок решил написать своему дедушке Трампу, значит, письмо или своему отцу, как он себя когда-то говорил, папа, папочка, да, сыночек папочки. Ну, это не он, это Рютте говорил. Конечно же. А в 19-м году он просто, помните, стенограмму и скандал с первым импичментом Трампу, он говорил, я хочу быть на вас похожим. Вот хорошо, Саша, давайте тогда так, знаете, от младшего родственника старшему письмо, причем публичное. Мало того, Зеленский заставил посла Украины в США передать эти письма в электронном виде всем конгрессменам, сенаторам, чтобы каждый уж точно прочитал. Дело в том, что, ну, знаете, мало того, что Зеленский сказал, что он написал, он потом еще в интервью себе сказал, что я написал, я вот разочарован, почему нету ответа, до сих пор нету ответа. Это письмо не просто от родственника, оказывается, у Зеленского есть еще старшие дяди, я не знаю, родные или не родные, да, которые живут, скорее всего, в Лондоне, и наускали его на то, что давай что-нибудь сделай, вот давай как-то, что же это такое, Трамп там сидит, ни в ус не дует, надо его спровоцировать, надо разбудить старика, напиши ему что-то. А Трамп вообще и в ус не дует, что такое, какое это письмо, суть в чем, что хочет Зеленский? Он же хочет очень простой вещи, он говорит, дайте ракеты. Дайте, пожалуйста, Украине ракеты. Если раньше Володя Зеленский просил денег, дайте. Сейчас он говорит, дайте ракеты. Причем у Трампа, как бы по Зеленскому, два варианта. Либо дать ракеты, либо нет. Не дать нету. Либо дать, но уже лицензию на то, чтобы Зеленский на Украине, значит, создавал эти ракеты. Ну, послушайте, конечно, безусловно, теперь очень так серьезно, без всякого фокуса. На Украине, в Днепропетровской области, ну, конкретно в Днепропетровске, да, есть завод, огромный завод. И не только в Днепропетровске. Украина была когда-то страной, где действительно производили ракеты. Украина была высокотехнологической страной. Но не только ракеты производились еще и двигатели, причем не только для ракет, а еще и для вертолетов. Это все было. И, конечно же, остались инженеры, которые, значит, могут произвести и ракеты, и двигатели. Да? Но другое дело, что могут ли они произвести на Украине? Или есть технологии, в той же Великобритании, в той же Европе, которые точно могут произвести, значит, эти ракеты. Или есть инженеры, которые живут в Соединенных Штатах Америки, которые могут произвести. Это все может быть. Я такую версию допускаю, конспирологическую, возможно, что эти ракеты уже производятся на территории Украины. Потому что, как правило, когда Зеленский что-то просит или заявляет об своем желании, это значит, что эти ракеты уже есть, их просто нужно легализовать. Они должны быть
понятны, откуда на Украине они появились. И еще в эту же тему, не просто так, значит, было на днях объявление о том, что в Варшаве, то есть Польше, польскому ВПК Пентагон дал право, как там написано, возможно, или, скажем, первый транш этого права. В общем, суть в том, что поляки уже могут производить ракеты у себя. А почему же на территории Польши не может быть какого-то совместного предприятия или предприятия Украины на территории Польши или предприятие ВПК украинского на территории любой из стран Европы, которая может клепать или производить эти ракеты? В общем и целом, еще раз говорю, это письмо было адресовано Трампу с тем, чтобы провоцировать Трампа, и значит, я еще раз говорю, это мои доводы, что эти ракеты уже производятся либо в одной из стран Европы, либо прямо на территории Украины. Господин министр войны, вы его тоже уже цитировали, Хексет, он сказал, что мы, да, публично в одной из азиатских стран, а точнее в Сингапуре, на форуме он сказал, да, он дал ответ, что мы, говорит Хексет, насколько мы можем, настолько мы будем помогать Украине, либо Европе, которая покупает оружие. Так или иначе, письмо это нашло отклик, и действия произошли. Нас не будут информировать, зачем и почему. Но вот эти две вещи давайте теперь свяжем. Первое – это письмо, и второе – просьба Зеленского дать ракеты. На самом-то деле, да, ситуация аховая, у Зеленского ситуация аховая в вооруженных силах Украины, объективно. Это говорит не только, скажем, в ведомстве Федорова, это говорят представители военных на Украине, что, собственно говоря, небо над Украиной голые или почти голые, особенно для вот этих ракет, значит, которые запускают кинжалы, которые запускают другие, значит, другие ракеты, которые запускают по территории Украины, и украинское ПВО не способно их сбить. Вот это вот самая главная проблема. Если там по линии беспилотников, если по линии, скажем, других каких-то даже ракет, да, на Украине хвастаются ими, да, там успехами, дальнобойными или тем, что называется на линии боевого соприкосновения, то вот эти вот противодействия кинжалам и другим у Украины нет. Вот какая проблема, и вот почему Зеленский это просит. Касательно Буданова, вы его цитировали, и вы говорите о том, что Буданов, заявление Зеленского того же о возможном окончании боевых действий к зиме. Но знаете, когда глава офиса Зеленского, главный разведчик военной Украины Буданов говорит, что есть поручение закончить, это звучит очень смело, но почему именно к зиме? А почему не вот, например, там завтра закончить боевые действия или там летом этим? Мне кажется, что решение о том, чтобы завершить войну, Зеленский уже принял. А Зеленский или кто-то, кто за ним стоит, приняли решение о том, чтобы приостановить боевые действия, заморозить конфликт, приморозить его. И об этом говорит не только Буданов. Тут вылез недавно Петр Порошенко на одном из форумов. Як же без Петра Олексійовича? Петр Порошенко взял и выскочил, как черт из табакерки. И он говорит, что, знаете что, я предлагаю принять мой опыт, обратиться к моему опыту Петра Порошенко. Давайте мы посмотрим 14-15 год, когда были заключены Минск-1, потом Минск-2. Дальше, помните это интервью, дальше он рассказывает. Суть его в том, что нужно
ВСУ дать передышку, дальше укрепить ВСУ, причем не просто вооруженные силы Украины, а сделать тройную оборону вместе с Румынией, вместе с Польшей, значит, укрепиться, и тогда, естественно, уже воодушевившись, укрепившись, получившись передышку, начать войну против России уже прямо такую, знаете, раз такую. То есть Минск-3, Минск-4. Вот где собака порылась. Понимаете, нужна передышка Зеленскому, нужна передышка Порошенко, нужна передышка Буданову. Но такой хитро вывернутый, я в эфире не могу сказать слово, которое я бы сказал, да, но такой хитро вывернутый вариант а-ля от Украины, чтобы, знаете, а чтобы что? А чтобы вот никто не видел, никто не знал, что мы делаем, особенно чтобы русские не знали. А давайте мы обманем всех. Не получится. Ну, смотрите, не получится. Это ведь тоже какой-то, какой-то сюр. С кем? С Польшей? Порошенко? Вот это вот приводите вот эту аргументацию. Вот сегодня потрясающее просто же заявление. Зеленский должен попросить прощения у польского президента за присвоение одному из воинских подразделений имени героев УПА, заявил в эфире польского телевидения глава Бюро международной политики Польши Марцин Пшидач. Пшидач считает, что Зеленского решение вот это вот возмутительное, требует жесткого решения. И на вопрос вообще как бы есть ли у Польши план Б на случай, если Туск не подпишет решение президента о отмене ордена Белого Орла. Ну, они же орден забрать хотят у него, главный у Зеленского. Пшидач говорит, что не может представить ситуацию, в которой Туск вообще, заблокировал бы эту инициативу. То есть, понимаете, вот с кем? С поляками, как Порошенко говорит. Вы понимаете, что все эти конфигурации, это ведь очень важно понять. Буданов, который, знаете, что он еще там сказал, помимо того, что он получил задачу останавливать войну, он же говорит, мы после войны разберемся, кто ухилянт, кто сволочь, кто еще кто-то, мы вот после войны. И это вообще очень интересно. Вот эти все конфигурации, о которых там Порошенко говорит, которые вы приводите, вот это вот Польша, вот это все, давайте объединяться, это все без Зеленского. Но сейчас настолько все пропитано, скажем так, Зеленским, я имею в виду государственный аппарат и управленческий аппарат, а что без него фактически возникает вопрос. Причем я, еще раз, это не мое мнение. Мне кажется, что Украине без Зеленского будет лучше, но по вертикалям управления без вот этой банды зеленой, без этих зеленых гнид, вообще все рассыпется, развалится и не будет вообще ничего. Ну вот с точки зрения управления. Слишком многих они подмяли под себя, поставили там бог весть кого, каких-то 20-летних девочек по министерствам, каких-то не пойми кто. Стерненко уже этот футбол комментирует. В Полтаве запрещают русский язык, горсовет. То есть, понимаете, вот если вот это вот Зеленского вынуть отсюда, все просто рассыпется. Давайте мы разделим несколько вещей. Пиар, тот и порошенковский, и зеленсковский, то есть пиар, и реальная ситуация. Это, конечно, тяжело разъединить, потому что украинская действительность и украинская власть – это сейчас единое целое. Пиар и действительность, да, очень сложно разделить одно от другого, потому что это все, как две части, подается людям, особенно людям, которые проживают на территории Украины, как действующая украинская власть. Что касается Польши, заявлений поляков, и не только человека, которого вы цитируете, и президент Польши, вот они же, особенно президент Польши, ныне действующий, я изучал его биографию, он был болельщиком футбольным. То есть, знаете, он очень был близок к фанатам, то есть тем вещам, которые вот болельщик, да, вот на уровне генетики. Недавно был матч футбольный на территории, играла сборная Польши, сборная Украины, значит, и я видел, как поляки, болельщики польские освистывали, когда звучал гимн Украины,
как флаги, значит, показывали поляки, что не желто-голубой, а красно-белый. В общем, все вот это вот воедино. И, наконец, президент Польши говорит, что Украина не может быть членом Европейского Союза, потому что нацистов не просто перезахоранивают, а нацистов, именно фамилии, имена нацистов, имени нацистов, да, присваивают, имена нацистов присваивают воинским подразделениям на Украине. То есть в Польше наконец-то обратили внимание, что Украина действительно превращается в неонацистское государство. Идеология нынешней Украины, она является неонацистской. В Польше это, обратили внимание на это. До этого обратили в Израиле, сейчас в Польше. И президент Домбровский говорит, Украина с такой идеологией не может быть членом европейской семьи. Это уже точно. Это четкая позиция. Я не говорю о разборках вот этих вот, значит, захоронений поляков, после резни, которые устроили бандеровцы и мельниковцы, значит, во время Великой Отечественной войны, эта тема очень такая с бородой. Итак, здесь уже, видите, здесь не просто пиар. Здесь говорят, здесь есть обвинение власти Зеленского, режиму Зеленского на Украине, есть уже четкое обвинение. Это Польша, это страна ЕС и страна НАТО. Теперь действительность, которая на Украине и вертикаль власти Зеленского на глиняных колоссах, на глиняных ногах или еще нет, качается или уже раскачана. Очень четко вы сказали, что есть власть при Зеленском, а-ля Зеленский, или есть власть мимо Зеленского. Да, вот уже так. И вы не просто обратили на это внимание. Я слушаю некоторых людей, экспертов из Украины, которые тоже задаются вопросом, а вот Зеленский и его окружение – это реальная власть на сегодняшний день? Во-первых, Зеленский, во-вторых, его окружение, и в-третьих, а кто вообще реальная власть на Украине? Зеленский ли действительно дает команды? Или кто-то другой, или кто-то третий? Вот эта троица, Буданов, Федоров, Арахамия, которые это фамилии звучали в ноябре прошлого года, в декабре прошлого года, да, каждый сам по себе. Вот люди, которые пришли к власти, которые отодвинули Ермака, мы с вами даже, видите, уже сколько минут говорим в эфире, а Ермака даже не упоминаем. А ведь раньше это ваше упущение. Это да, это вот нельзя, понимаете, потому что совершенно другие люди при власти. Хотя Ермак остался, никуда он не ушел, вертикаль его влияния есть. Итак, когда Зеленский говорит, что вот скоро к нам снова-таки по второму кругу он зазывает Кушнера и Уиткофа... Ну это как с каким лицом? Он же им нахамил, он же говорил, конечно, о том, что это вам надо, вы должны приехать. Абсолютно правильно, Саша. Если в начале апреля месяца Зеленский их приглашал, а 20 апреля он сказал, это вам нужно, а теперь он снова их зазывает, понимаете? То есть Зеленский ходит по кругу, по кругам, и по поводу Уиткофа с Кушнером, и по поводу, значит, ракет, и по поводу защиты, и по поводу... Он то просит, то угрожает, то провоцирует. То есть почему вот это вот хождение по колам и по кругам? Это означает одно – власть Зеленского уже настолько расшатана, и он это видит, он понимает. Так, у него нет за что браться. Вот смотрите, вот давайте подискутируемся. Что значит расшатано? Давайте. Ну вот что значит расшатано? Смотрите, украинские эксперты говорят о том, что смотрите, как вообще все хорошо, лучшее время на фронте, лучшее. Ну, то есть, сегодня, правда, приходят новости, что на 1,5 километра продвинулись к славянском направлении, Рай-Александровка, там Лиман, вот в том Донецкой области, да. Есть еще много других интересных. То есть, сейчас идет такая битва инфографик. Украинский ресурс Deep State публикует о том, что, вот смотрите, впервые больше отбили, чем потеряли, ну, как-то так они сформулировали, там, по квадратным километрам. Если без квадратных километров, то какие-то очень интересные, вот весну подводят итоги с российской стороны, там считают населенные пункты.
Ну, вот конкретно Да. по сводкам населенные пункты. И как бы по населенным пунктам понятно, что там маленькие, поменьше, большие, какие-то там особо больших не было, но тем не менее там райцентр уже определенный там есть в Гандикапе по заявлениям, опять-таки. И тут тоже математика кажется внушительной. Ну, то есть сейчас же вовсю кричат о том, что перебили коридор сухопутный в Крым. Все, то есть все под дронами. И люди-то, ну вот я проверял тоже эту информацию, люди, то есть понятно, что у страха глаза велики, все преувеличивают. Но объективная картина так и есть. Страшно ездить там. Ну, потому что бьют по каким-нибудь там экспедиторам, там товар везут, какие-то грузовики, микроавтобусы, просто люди едут в машине, понимаете? Девушка ехала в машине, там был какая-то остановка где-то что-то, ну, вот в районе. Это в Донецкой области, да, получается, ДНР. И просто накрыло дроном, там один убежал, два остались, то есть все. И понятное дело, там очень тяжело это все дело убирать, потому что это все пристрелено дронами. И это страдают гражданские люди. У нас, мы, понимаете, с водой выплескиваем ребенка. А вы говорите, у Зеленского расшатано все. Так он к этому и стремится. Он этого и добивается. И смотрите, покуда есть какой-то даже вот этот деланный результат на фронте, да, преувеличенный, но есть. Он же говорит, я ж не зря ем свой хлеб, да, не зря, я вот воюю как. Почему зима следующего года, почему сроки зимы этого года, да, следующего года, почему вот Буданов, Зеленский, давайте вот отсюда тогда расставим точки над «и» в этом плане. Украина еле-еле пережила зиму, вот эту, которая прошла, да. Мы помним Киев, мы помним дважды Кличко, мэр города Киева, информировал, потом приглашал, просил киевлян покинуть столицу. Дважды Кличко просил киевлян. Мы помним без энергетики, мы помним заявление одного из глав администрации Киева, который сказал, что скоро будет, прошу прощения, все в дерьме, поэтому давайте будем рыть вот эти вот ямы и так дальше. Мы это все помним. Мы помним атаки ракет и беспилотников в Российской Федерации. Поэтому если эти удары будут продолжаться, Украина не выдержит зиму. И Зеленский, и Буданов прекрасно понимают, что было этой зимой. Никто на Украине не готовится к следующей зиме. Это первое. А второе – бои. И вы говорите, реальная ситуация на фронте, причем реальная, общая реальная, потому что очень много разной информации, очень много, вот как вы сказали, вот этих карт, я на них тоже смотрю, вот последние 2 суток, Deep State, эти, и бензин. Давайте с самой больной точки возьмем. Бензин, есть еще третья, это мобилизация. Ну, это связано с полем боя. Конечно. Юсов выходит и говорит, россияне еле-еле покрывают свои потери ежемесячные на фронте, поэтому мобилизация будет. Об этом трубят с каждого утюга украинского, да? Да. Так мобилизация вот, по бензину. в России имеется в виду, да? Да, конечно. Так вот, по бензину. Я смотрю паблики российские, я слышу российских политиков. Никто в России не преуменьшает проблему бензина. Да, говорят, это действительно есть. Я слышу военных экспертов, которые говорят, безусловно, преимущество украинских беспилотников и удары по вот этой дороге, да, новороссийская трасса, это есть. Есть талоны в Крыму. Аксенов говорит, да, у нас есть талоны, потому что это все есть, и это никто не приукрашивает. Другое дело, что я смотрю на действия или варианты, которые предлагаются сейчас в России. Первое, не обращение, а урегулирование ситуации между Белоруссией и Россией для того, чтобы значит, бензин из Белоруссии поступал на территорию России, и эта тема закрывалась. Второе, там есть режим отправки и передвижения топлива через Крымский мост, который с точки зрения безопасности граждан было запрещено перевозить бензин по Крымскому мосту. Дальше, паром не работает. Все эти моменты я вот могу подробно рассказывать, они есть. И проблемы есть четкие определения, откуда она взялась, почему.
безусловно, беспилотники украинские, которые накрывают нефтеперерабатывающие предприятия, да, на территории России, это тоже все есть. Это объективно. Вопрос в том, как Россия будет выходить из этого положения и какие предпринимаются конкретные шаги. Второе. Когда я слушаю о том, что есть преимущества пропагандистские, причем с одной стороны пропагандистские, с другой стороны ай-яй-яй, все пропало, причем все пропало, я слышу в российских пабликах, да, очень много российских диванных экспертов говорят, вот смотрите, какие беспилотники, значит, у ВСУ, как Мадьяр всех пугает, как вот рассказывают у Федорова от него люди, что вот у нас, значит, мы настолько мощные. Но я слушаю Флэш, есть такой, да, советник министра обороны Украины Федорова. А я слушаю других представителей официальных органов Украины, которые рассказывают, что да, есть частичные преимущества именно в этом классе или в этом виде беспилотников, да, со стороны ВСУ. Да, у ВСУ есть преимущество, но есть и уже как минимум 3 атаки так называемых роев дрон или дроновых роев, да, которые российская армия успешно атаковала Полтаву, Киев и даже значит, атаковала здание Луцкого СБУ. Это новый ответ или, скажем, новое подразделение беспилотников, которые сейчас Россия, во-первых, опробовала, а потом начала атаковать территорию Украины. Это же без связи, без вот того, что называется спутниковая связь. В России пробуют новую связь, и она успешно работает. Итак, среди беспилотников есть часть успеха как ВСУ, так и часть успеха российской армии. Но что касается заявлений того, что называется «какая ситуация на земле», да, это не просто, Саша, когда вы говорите, и я тоже внимательно читаю как российские паблики, как российскую официальную информацию, так и украинскую, когда я слышу о том, что часть населенных пунктов Сумской области, Харьковской области переходят к России, в Запорожской области серые зоны переходят с одной стороны в другую, значит, в Луганской, Донецкой, на Украине говорят областей, в России говорят республик, я вижу продвижение российских войск. И вот вы сказали, вот этот Райалександровка, Константиновка, бои, Лиман, в районе Лимана. И я читаю прежде всего украинские паблики, которые говорят, что уже в черте города, кто-то говорит в части, кто-то говорит уже в центре, идут бои между российской армией и ВСУ. То есть продвижение мелкими шагами, не быстрыми, но оно все равно происходит. И давление российской армии каждый день все больше и больше. Эксперты военные, как с украинской, так и с российской стороны, говорят о том, что нету наступления ни одной из армий, именно армейского наступления на линии боевого соприкосновения. То есть идут все равно бои вот малыми силами. Будет ли наступление, летнее наступление со стороны российской армии? Я читаю некоторых экспертов, которые говорят, вот оно начнется. Другие говорят, пока нету. Украинские эксперты говорят, да не было никакого наступления. И вот в этой ситуации, что касается на линии боевого соприкосновения, и что касается вот того, что называется война на земле, в апреле месяце я слышал об успехах ВСУ. В мае месяце тишина. Нету никаких успехов. Понятное дело, подвожу итоги, что никакого большого успеха на земле нету ни у ВСУ, ни у российской армии. Но вот эти мелкие давления и то, что называется инициатива, она находится на стороне российской армии. Зеленский говорит на украинской. Вот. А теперь Зеленского возьмем, и давайте возьмем Путина, ну, чтобы сравнять, да, хотя тяжело сравнивать,
Но я вот слушаю опять-таки Путина. Владимир Владимирович говорит в Казахстане, снова-таки отвечая журналистам, он говорит, что его спрашивают, вот, господин Путин, вы сказали, что война, возможно, скоро завершится. Вот объясните, как вы, что вы думаете? Он говорит, я вижу, говорит Путин, я пересказываю его слова, это не прямая речь, он говорит, я вижу, что объективно у нас преимущество, у России преимущество на поле боя. И исходя из этой информации, я говорю о том, что война может скоро закончиться. Скоро – это такое, знаете, понятие растяжимое. Мы с вами думаем, может быть, вы говорите, скоро это через сутки, а я говорю, скоро это через неделю. Я не знаю, я не хочу это трактовать. Но тут вот в чем проблема или в чем вопрос. Когда я вижу, что тот же Флэш, другие военные эксперты Украины говорят, и тот же Зеленский в письме говорит Трампу, что если Украина не получит именно ракет для Патриота, то дальше ситуация может быть непредсказуемой. Что такое непредсказуемая ситуация в воздухе? Мы же с вами проанализировали, что беспилотников есть инициатива, есть преимущества некоторые ВСУ. Уже сейчас Россия готовит свои беспилотники. На поле боя инициатива в России, а вот в воздухе. А в воздухе мы же видим реально, что и кинжалы, и другие виды ракет, которые запускает Россия, они просто-напросто проникают везде, куда поставлена им цель. И дальше. Кто является на сегодняшний день партнером номер один для вооруженных сил Украины и кто говорит Зеленскому продолжать войну? Европа, европейские лидеры, Британия в лице премьер-министра Стармера, но не США. США не говорит в том, что они хотят, чтобы была победа на поле боя. И вот здесь вот проблема, здесь дилемма. Саша, вот в этом проблема. Проблема в том, что даже Европа, имея деньги и помогая Украине беспилотниками, Европа не может обеспечить Украину ракетами. Не может. Вопрос только в одном. А если мы с вами не знаем, какова цель у начальника генерального штаба Герасимова, я имею в виду российских вооруженных сил, мы не знаем, какие планы у Генштаба России, мы не знаем, какое решение политическое может принять Владимир Путин, да, по ударам по территории Украины, каким ударом, мы этого всего не знаем. Но вот такое у меня ощущение, такое впечатление, даже ощущение, что если, не дай бог, будет принято решение удара, вот того самого, которого боится Зеленский, вот удара, мощнейшего удара, да, в том числе, который заблокирует, еще раз говорю, удара не по атомным станциям, а удара по подстанциям, куда по подстанциям именно 750 киловатт, да, а мы уже это видели раньше, тот, который приведет к остановке некоторых атомных станций, что тогда произойдет? Летняя пора, не зимняя, но летом тоже нужно электричество. Оно нужно для кондиционеров, для холодильников и для других вещей, которые, скажем, могут помочь украинским вооруженным силам. Или наоборот не помочь. Что тогда ждет Украину? Людям оно помочь, понимаете? Тут же какая история? Вот сейчас тревога в Киеве, 4 реактивных дрона направляются в столицу. Об этом сообщили вот в эту минуту. Мы в прямом эфире. Друзья, поставьте лайк, не забудьте. Смотрите, какая-то странная, несуразная история. 2 раза били по Запорожской атомной электростанции. Да. Показали эту дырку в стене. Никто не поврежден, ничего не пострадало. Просто дыра в стене. Нечто подобное мы видели, по-моему, на станции, да, вот когда были атаки Белгородской области, Курской области, вот там, да, да. Пролетело, и вот мы видели, там в городильню ударили, да и как бы, и все, да, и вот такое черное пятно. Зачем это, вот тут тоже, понимаете, зачем это Украине делать?
какие аргументы, потому что говорят, что это Украина, Россия, да? В Украине говорят, что это Россия, для того, чтобы там провокативный огонь и развязались руки и бить по вот этим или подстанциям, или атомным электростанциям другим в Украине. Так мотивируют. Но, с другой стороны, это абсолютно лишено логики. Почему? Потому что Запорожская атомная электростанция под российским контролем сейчас находится, и они, получается, как-то сами себя вот так ударили очень аккуратно, что поставить дырку, ну и там показать МАГАТЭ, опубликовать. И, в общем-то, вот понимаете, вот это же ключевой момент. Вот мы когда говорим, лето настало, да, то есть все подразумевают летнее контрнаступление или наступление. Возможно, да. Или нечто, что вот, собственно, вот касается ядерной энергетики. Кому выгодна эта провокация, чьих рук это дело? Давайте разделим, это очень важный вопрос, разделим его на две части. И я начну с вашего подвопроса. Люди. Вот люди, где тут люди и вообще... я бы хотел поговорить об этой проблеме, начиная с людей. Господин Лихачев, руководитель Росатома, я видел его интервью по поводу удара по Запорожской атомной станции, он рассказал, он дал оценку этим действиям. И прежде всего, конечно же, он обратил внимание на удар. Он сказал, что, безусловно, ядерному реактору угрозы не было, но это не просто один удар по станции. Это было несколько ударов по территории города Энергодар, и в частности по людям, которые приезжали на смену. Я свои... с 96 там, по 2006 год десятки раз бывал по роду своей деятельности, десятки раз бывал на Ровенской атомной станции, Нетиштине, Хмельницкой, Южноукраинской, в том числе и Запорожской атомной станции. И я четко знаю технологически, как вы сказали, вот есть градирные, где происходит охлаждение, а есть другая система охлаждения, как, например, на Запорожской атомной станции. Но не суть в этом. Я не хочу нашим зрителям говорить о каких-то технологических моментах. Вопрос только один, что этот удар там же, где находится реактор, машинное отделение, там есть трансформаторы, которые работают на топливе, там смазочные материалы. Искорка, любая искорка, она могла вызвать пламя. Достала бы это реактор, не достала, не знаю. Но на что обратил внимание, почему я говорю о Лихачеве? Потому что он сказал такую вещь, говорит, когда мы, Россия, забрали под себя Запорожскую атомную станцию, в Энергодаре проживало 9 тысяч людей. За это время, за вот эти чуть больше 1,5 года, там проживает 30 тысяч. То есть практически Россия вернула туда жителей, русских людей. Атомные станции на Украине в основном, да не в основном, а все, там только один блок был достроен, все атомные станции, все блоки строились советскими людьми. Советские люди на то время, в основном специалисты, готовились в России. Я знаю, Саша, лично я знаю десятки людей на всех атомных станциях, которые приезжали. Кто с Омска, кто с Новороссийска, с Новосибирска. То есть это русские или россияне. Конечно же, украинцы тоже принимали участие в строительстве, но в основном общестроительными работами занимались. То есть главные, во-первых, технологии, во-вторых, специалисты были привезены с России. И вот когда по-новому сейчас россиян привозят в Энергодар и бьют по автобусам, и бьют по Энергодару, это означает одно. Зеленский кошмарит россиян. Он им говорит, зачем вы приехали в Энергодар? Чего вы тут делаете? Это наша территория, это наша станция. Уезжайте. Он выдавливает, он психологически давит на людей. Ровно такая же ситуация, если, не дай бог, будут удары, еще раз говорю, не по атомной станции, не по атомным станциям, находящимся на территории Украины, а по перетокам, да, которые технологически возникнет ситуация, когда нужно будет глушить работу атомных станций, и это тоже коснется людей.
людей пока что специалистов, которые там работают. Теперь о людях, которые живут на территории Украины. Мобилизация. Когда Зеленский, и не только Зеленский, говорит о том, что Россия не сможет атаковать Украину, Россия вообще не сможет дальше продолжать войну, кроме как, значит, объявление мобилизации, дополнительной мобилизации. Эта тема сквозит, она там сквозит, звучит очень долго и очень часто. Почему это делается? Это делается с одной целью. Европа очень четко понимает, что победить Россию на поле боя невозможно. Ну, не получится победить Россию на поле боя. Нужно перенести войну на территорию России, что Украина делает беспилотниками. Но, кроме этого... Не, подождите, тут, мне кажется, мы стали, и вы, и мы, и все, кто так говорит, заложниками вот этого лживого нарратива. Перенести войну на территорию России – это не обстреливать дронами. Конечно же. Это Конечно, не обстреливать дроны. Ну, подождите. Ну, Саш, вы видели вот это все? В Ямало-Ненецкий автономный округ залетели там 3000 километров, да 10 тысяч километров, куда дрон запустили. Это не перенести на территорию России войну? Перенести на территорию России войну, да, чтобы у нас тут нету спора. Перенести на территорию войны, давайте я объясню свою позицию. Когда Сырский дал команду, и ВСУ двинулась на территорию Курской области, и была захвачена часть территории Курской области, вот это я прежде всего имею в виду перенести войну на территорию России. А когда я слышу, и я вижу, весь май месяц, значит, Зеленский, Мадьяр, другие заявляют о том, что вот-вот, значит, Беларусь, с территории Беларуси может начаться атака российских вооруженных сил на Украину. Мадьяр говорит о том, что у нас уже есть 500 целей, значит, которые мы будем бить по территории Беларуси. Это о чем? Это о том, что есть цели, есть мысли у некоторых украинских руководителей, я думаю, что у Зеленского точно есть, снова дернуться, снова напасть на территорию Курской области, на территорию Белгородской области, на территорию Белоруссии. А теперь давайте увяжем еще третью вещь. Когда ВСУ бьют по дорогам и по Крыму, почему бы не дернуться на территорию Крыма? Главный вопрос на сегодняшний день, то, о чем я говорю, и я это вижу, я вижу по этим провокациям, я вижу по этим заявлениям, это то, что Зеленский, Сырский выносят планы снова атаковать территорию России. То ли Крым, то ли Белоруссию, то ли Курск, то ли Белгород. Но эти планы выносятся. Только таким образом вот этот термин «перенести войну на территорию России», он будет де-факто понятен. Вот и все. Вот что я хочу вам сказать, и, собственно говоря, объяснил свою позицию. Ну, вы знаете, тут такой момент очень интересный. Сейчас там параллельно разгорается жуткий скандал о том, что запустили такую утку, что сегодня Минобороны должны презентовать новый план мобилизации, как они его видят. Да. Вот то, что Федоров обещал. Нет, потом это все опровергли, сказали, может быть, в середине месяца, и вообще это такое комплексное решение. Короче, тянут кота за хвост с этим вопросом, хотя там депутаты уже высказывают, что тут зарплаты подымут, жизнь ухилянтов сделают невыносимой, ну и так далее. Ну, люди просто в этой связи, я просто очень хочу посоветовать читать скучные документы. Ну вот скучные документы. Смотреть скучные эфиры, да, смотреть скучных там людей, которые, которые не танцуют перед вами, да, там, хлебанув 50 грамм и, так говорится, раздухарившись. В чем вопрос? Вот сейчас, во время нашего эфира, да, пишут, кстати, сейчас в Киеве взрывы, отражают вот эти 4 реактивные беспилотника. Правительство Свириденко, это та девушка, которая благодаря своей жизненной позиции из простой семьи, из маленького города добилась всего сама. Конечно. Да. Правительство Свириденко публикует очень интересное постановление 692. Приняли позавчера, 30 мая. Ну вот они публикуют. Очень интересно. Значит, меняется вообще подход к бронированию предприятий, критически важных предприятий.
по-простому скажу, ну, будут обелечивать заново. Но тут момент очень важный, который нужно понять. Значит, новое требование про среднюю зарплату на предприятии для бронирования работника в размере 3 минимальных зарплат, это 25-26 тысяч гривен, вступает в силу с 1 сентября. Для прифронтовых территорий порог 2,5 зарплаты, 21 тысяча. Это цифры денег, да, зарплаты. И 1 сентября 2026 года. То есть до 1 сентября вот этот, ну, бронь будет. Флаг. А после 1 сентября меняются тут цены, ну, вот это зарплаты, и большинство вот этих забронированных лишится этой брони. Вот откуда будет подпитываться армия. Никто не собирается заканчивать мобилизацию. Наоборот, ее будут еще больше усиливать, потому что люди потеряют даже ту бронь, которая у них есть. Хотя, если там встречаешь ТЦК в подворотне, плевать. Потом разбираются, есть бронь или нет. Но тем не менее. То есть, есть какая-то точка отсчета у правительства 1 сентября, когда правительство Свириденко высвобождает трудовую массу из этих предприятий. Для кого? Для ТЦКшников. Соответственно, что-то готовится на осень. И насколько я понимаю вот эти кошки-мышки, то есть все ждут, что летом Россия куда-нибудь попрет. Ну да, ну какое-нибудь наступление. Перетопчатся, где-то там Витков попросят что-то сказать, где-то там еще кого-то позвонить в Кремль, где-то так. Вот Буданов выйдет, скажет, что удары по топливной энергетике не остановят войну, просто усложняют немножко жизнь, а так, по большому счету, война будет продолжаться. Они все заточены на продолжение войны, еще больше отлов народу, и будут бросать его с сентября месяца еще активнее в топку. Это полностью, вот смотрите, 2 месяца подготовки, условно, это ноябрь месяц. То есть они высвобождают бронированных людей, 2 месяца готовят, в ноябре ничего не кончится. Василий Дмитриевич. Какая красивая картинка, Саша. Смотрите, украинцы, которые получили бронь, и украинцы, которые ухилянты, и украинцы, которые сбежали, ТЗЧшники. В общем, все есть хорошие, есть плохие, есть очень плохие. Это разделение, к сожалению, делает Зеленский. Почему я говорю, какая красивая игра? Если снять бронь, люди получили бронь, люди, кто там честно, кто нечестно, получили бронь, они приходят на работу и уже или придя на работу, или уходя из работы, да, те, которые под бронью, да, выходят из приемной или из офиса на улицу, а там их под белые рученьки берут ТЦКшники. Красиво же. Без всякого шума, без всяких вот этих претензий. Просто берут и предлагают идти в военкомат, сверить документы. И дальше их отправляют. Как будет к этому, украинцев готовят. Эту первую категорию. Вторая категория – ухилянты. То, что Федоров предлагает, а Гетманцев, депутат Верховной Рады, говорит, что Федоров ничего не предлагает, что он только пиарится. Это все украинские источники. Да? Скорее всего, Гетманцев прав, потому что он говорит о том, что Федоров не предлагает реформу, он просто сделал пиар, презентацию свою для того, чтобы отчитаться перед зарубежными спонсорами. Значит, лишить ухилянтов права выписать доверенность, совершать какие-то юридические действия, заблокировать им карточки банковские, то есть выдавить их, вытащить их, значит, на улицу и таким образом пополнить ряды военнослужащих. Следующая картина. Европа. Вы смотрите, как на сегодняшний день начало появляться очень много информации о том, что в Польше, в Чехии, вообще в странах Европейского Союза за любые административные проступки, да, ловят украинцев и не привлекают их к ответственности за нарушение законодательства Польши, Германии там, или Австрии. Нет. Их пакуют, привозят на границу и передают ТЦКшникам. Это же делается по просьбе и по согласованию правоохранительных органов Украины и отдельных стран Европы. Тот шум, который сейчас идет в странах Европейского Союза, что вот
значит, к концу 26-го, 27-м году будет продолжаться программа для, значит, украинцев, которые сбежали от войны и живут на территории Европы, или не будет, или как-то частично, да, это же просто, это тоже в эту матрицу. Нужно забирать с Европы людей призывного возраста и отправлять их на войну. Таковых, по данным, по некоторым данным, я смотрел европейскую прессу, тоже где-то 1 300 000, да, то есть тех людей, которые выехали в страны Европейского Союза и являются люди в возрасте, призывном возрасте. Вот вам, пожалуйста, на Украине есть бронированные ухилянты, вот есть в Европейском Союзе, их нужно забрать, собрать и отправлять на фронт. Здесь я с вами абсолютно согласен. Цель нынешней власти не просто протянуть время до ноября, потом после ноября. Зеленский и все его окружение на сегодняшний день, старые, новые, они имеют одну цель. Они ставят перед собой одну цель – продолжать войну. Наконец. Вот мы обсудили с вами, откуда будут мобилизацию провозить и то, что называется бусификацию. Наконец, кто дает деньги? Дает деньги на продолжение войны Европейский Союз. Европейский Союз сказал, мы вам дадим кредит. Парламент Украины, значит, проголосовал за выделение этих денег. Я видел вашу одну из передач, где вы подробно, даже не единожды обсуждали эту тему, не буду ее касаться. Но ведь смысл же в чем? Европа платит деньги для того, чтобы Украина продолжала войну. И никакого зимы, осени или зимы 27 года. Это все блеф, это все игра. Почему игра? Потому что я слушаю заявления европейцев, я слушаю заявления инспектора Бундесвера, я слушаю других руководителей Германии, других стран, особенно военных. Так там же все говорят о том, что 2-3 года у Европы есть для подготовки войны с Россией. 29-й год, некоторые называют 30-й год, обязательно начнется война России с НАТО. Обязательно Россия нападет на Европу. Вот, Саша, куда это все двигается. Деньги Украине выделяются, причем для армии, там одна часть денег, да, для зарплаты военнослужащих, для поставки, значит, беспилотников и поддержания ВПК украинского. Эти деньги Европа передает Украине не для того, чтобы закончить войну, а для того, чтобы война продолжалась. Иначе Европа вынуждена будет, Европа, я имею в виду Мерца, Макрона, Стармера, вот этих Урсулу фон дер Ляйен, элиту европейскую, иначе она должна сесть за переговоры с Украиной. И смотрите... С Украиной? Я прошу прощения, на переговор оговорился. С Россией, конечно же, с Россией. Ну, Так, понятное дело... Подождите, вообще замечательно можно садиться за переговоры с Россией, когда Макрон публикует очередной танкер, который захватили в Атлантическом океане. Правильно. Ну, нормальные такие будут переговоры. Смотрите, Саша, да, танкер, скорее всего, отпустят, но тут более важный момент. И вот эти переговоры, европейцы собираются, говорят, кто будет вести переговоры, кандидатуры. И здесь я смотрю прекраснейшее интервью Рената Леонидовича Ахметова. Ренат Ахметов дает интервью зарубежному изданию, где он, конечно же, там рассказывает о 90-х. Ну, в общем, пусть зрители наши сами ознакомятся с этим интервью. Я скажу смысл. Когда Ахметов говорит о том, что целью окончания войны для Украины является возврат территорий 1991 года. Мы это слышали раньше, мы это слышали от Зеленского, такое заявление. Но последние, ну, по крайней мере, полгода я от Владимира Александровича такого не слышал. Он говорил о том, что давайте, значит, заморозим конфликт или остановим на линии боевого соприкосновения. Стоим, где стоим. И тут выходит целый Ахметов. Ну, практически мы же с вами знаем, ну, хозяин Донбасса это точно, ну, не первый, но и не второй человек на Украине. Значит, и теперь он выходит и говорит, ну, олигарх, мы же с вами понимаем, о ком мы говорим. Он говорит, нет.
никаких переговоров. Значит, война должна быть выиграна, и Украина должна, значит, вернуть территории до 91 года. Батько рідний, так ми ж то все розуміємо, про що ти говориш. Ренат Это, кстати, Леонидович, такой, не только, мы ж не дураки. не только у Ну, Ахметова, это такой нарратив я тоже конечно. встречаю в последнее время. Конечно. Вот когда вернут все свои территории, тогда, конечно, война закончится, надо к этому Да. стремиться. Смотрите, Саша, кто Ахметов хочет вернуть территории для украинцев? Нет, он хочет вернуть свои территории, он хочет вернуть свои предприятия, он хочет вернуть то, что он проиграл. Так Вот там я к все чему говорю. развалено, подождите, что хочет вернуть? Там все развалено. Конечно, конечно, Подчистую. но он не только хочет это вернуть, он же там говорит компенсацию. Вот Кая Каллас говорит, Россия должна компенсировать все. Ахметову. Да, и Ренат Леонидович говорит, Россия должна компенсировать. Вот оно сошлось. Вот оно сошлось. Руководитель Европейского Союза Кая Каллас, одна из руководителей, и украинский олигарх Ренат Ахметов говорят одинаковым голосом. Нужно все вернуть. Кому? Ахметову. А кто зарабатывает на войне? Ну, давайте говорить реально. Кто, чья компания ДТЭК на сегодняшний день зарабатывает, продавая электроэнергию и увеличивая тарифы для населения, для промышленников? Вот к чему все ведет. А то, если мы так, знаете, ну, слушайте, но почему-то год тому назад Ахметов не писал об этом, даже 2 года не писал. Не, ну ему нужно, подождите, у него там, он там квартирку прикупил, ему нужно как-то тоже Да, за выглядеть. 550 миллионов евро, да, где-то там в теплом Монако, регионе, да. Зачем мне солнце в Монако, в да. Франции, конечно, 550 миллионов евро человек взял, выложил и говорит, я вот к чему. Я к тому, что остановки войны не может быть. Но может быть то, что называется сговор между европейскими руководителями и украинскими фактически там олигархами. Мы же вспоминали Порошенко, его заявление. Сейчас я вспомнил заявление Ахметова. Я не буду ничего говорить там за Пинчука, олигарха, за других. Не хочу говорить, потому что, ну, по крайней мере, они не говорят. Но мысли их в одном. Даже если мы с вами говорим, да, мы с вами вот о мобилизации уже проговорили, да, даже если Украина получит мир, то этот мир не получат украинцы. На сегодняшний день никто, ни Зеленский, ни Буданов, ни Ахметов, ни тоже Порошенко не говорят о том, а что будет для украинцев, для простых людей, которые проживают на территории Украины, или которые вынуждены были сбежать, или которых выдавили, или которые находятся под санкциями. Слушайте, я почему-то ни одного из этих руководителей, ни других руководителей не слышал никаких заявлений. Я даже, Саша, больше вам скажу. Зеленский на прошлой неделе собирал руководителей фракций, да, Верховной Рады. Они что-то там разговаривали, что-то шептались. Я тоже не слышал ни от Тимошенко, ни от Разумкова, ни от всех руководителей фракций, которые сейчас являются, да, де-факто руководителями украинского парламента. Я не слышал от них заявлений для людей. Какое будущее ждет украинских людей. От Федорова слышал, от того, мы уже с вами говорили о Свириденко, вот этот ее план, значит, забрать бронь, да, 1 сентября, забрать бронь у тех людей, которые проживают. Это мы слышали. Забрать бронь, отправить на войну, значит, выдавить из Европы всех тех, кто призывного возраста проживает. Это я слышал, это я понимаю. Но я не слышал ни одного... Кстати, я прошу прощения, перебью сам себя. На прошлой неделе некто, прости господи, министр иностранных дел Украины Сибига в Верховной Раде заявил о том, что не 6 миллионов украинцев находятся в Европе, а 8. 8 миллионов украинцев сбежали с этой вот демократической Украины, сбежали в Европу. Кстати, вот вопрос, знаете, было 6 миллионов в 22 году, а уже в 26-м 8. 2 миллиона людей, несмотря на вот этот концлагерь, несмотря на жесткий режим, все-таки сумели сбежать из Украины. Все-таки кто как, кто договорился, кто
переплыл, кто. Но все-таки на 2 миллиона украинских беженцев стало больше в Европейском Союзе. Как так? Как так? Почему эти 2 миллиона сбежали? Ну, риторический вопрос. Так вот, я завершаю. Я не вижу ни одного заявления о том, какое же будущее будет у украинцев. Да, Да, я друзья, вижу. значит, смотрите, 600-800 дронов предрекают этой ночью сегодня. С 6 направлений уже были запуски, пишут украинские каналы. Зеленский очередной раз предупреждает о том, что нужно слушать тревоги. В общем, я так понимаю, что какой-то удар будет сегодня. Только ли дроновый или стратегическая авиация подключится, в общем, пока непонятно. И к этой минуте стало известно, что Трамп поговорил, ох, как интересно, с Нетаньяху. Израиль не будет направлять войска в Ливан, а любые подразделения, которые уже находились в пути на Бейрут, им приказано разворачиваться назад. Также говорит, что очень хороший разговор с Хезболлой при посредничестве у него состоялся. Стороны согласились полностью прекратить огонь. Получается, Иран, который сегодня, пару часов назад буквально, да, говорит, слушайте, так мы выходим из переговора, перекрываем Ормуз. Да, да. Ну, Потому получается... что Израиль спровоцировал, Израиль сорвал переговоры между Ираном и США. Это действительно было, да. А теперь Нетаньяху говорит, что по просьбе Трампа или по команде Трампа, да, он дает команду, чтобы те войска, которые атаковали... Послушайте, если мы хотим поговорить на эту тему, конечно же, нужно, даже хотя бы в связи с тем, Саша, что Зеленский же пишет в письмах, он говорит Трампу, я понимаю, что пока вы заняты вот этим конфликтом, но когда вы разрешите, тогда обратите внимание, что это, значит, слова, значит, Зеленского. Смотрите, как увязли две войны, как мы с вами уже давно, ну, по крайней мере, вот с конца февраля месяца этого года говорим о том, что есть вооруженный конфликт, есть война Соединенных Штатов Америки и Израиля против Ирана, и есть война, то, что называется на Украине, да? Украинско-российская, военный конфликт. Вот насколько параллельно они идут. И несмотря на то, что были переговоры президента Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином, несмотря на то, что встречался президент России Путин с Си Цзиньпином, идут переговоры, лидеры мировых государств встречаются, переговаривают между собой, но военные конфликты, как иранский, так и украинский, не заканчиваются. Они связаны. И если мы будем смотреть, по крайней мере, анализировать одних игроков, а кто, собственно говоря, является бенефициарами войны на Украине? Кто, собственно говоря, является бенефициарами войны в Иране? Ну, я прошу прощения за такие вот конкретные, простые высказывания, то мы увидим, что много одних и тех же игроков являются бенефициарами обеих этих конфликтов. И когда мы с вами считаем, вот как мы начали передачу, вот на линии боевого соприкосновения, мы обсуждаем Украину, потому что, ну, она нам рідна, мы понимаем, мы переживаем, мы жили там, мы хотим там жить. А Иран вроде бы было далеко, но оно совсем недалеко. Да, кстати, вы сказали о том, что Макрон, значит, вместе с французско-британские войска захватили, значит, там десантников, мы видели эту картинку, значит, захватили десантников и захватили этот танкер. Десантники захватили танкер, который шел с территории России с российским дистопливом или нефтью, значит, с одного пункта в другой. Ну, во-первых, я прогнозирую, что через 2 максимум дня этот танкер отпустят. Почему? Потому что российское государство приняло закон о том, что с 5 июня российские военные, российская армия имеет право вмешиваться в вот подобные роды ситуаций. Там по-другому называется, но суть в том, что если есть угроза российским гражданам, да, на территории этих стран, то Россия дает право своим вооруженным силам вмешиваться
в эту ситуацию. То есть, как вот США говорят, что мы будем защищать своих граждан в любой точке мира, такой закон приняли и в России. Поэтому я не думаю, что Макрон, Стармер, значит, будут держать этот танкер и говорят, ну-ка, что там 5 или 6 июня, вы ответите или не ответите? Да, значит, друзья, мы в прямом эфире, давайте переходить к вашим вопросам, подведем только итоги. Почему Зеленскому в Белом доме не ответили на его письмо с просьбой о ПВО? 12% считают, что как не ответили, Хексет же поможет. 18% еще ответят, ответ этот не понравится. 29% раскусили уловку, скоро еще будут пленки, американцы подкинут. Вот такой будет ответ. Ну и 40% все-таки считают, что ему это ответили, но не публично. И вы знаете, тут такой момент тоже. Вот Хексит, да, все же это была сенсация, что вот мы будем помогать, чем сможем. Ключевой вопрос. Чем сможем? Чем сможем? Дефицит вольфрама у американцев. Им надо клепать для себя. Вот это все, это самое, да, то есть и Патриоты, и все остальное оружие. То есть тут очень много моментов. И понятно, что, да, там первая армия мира, все дела, но они поизносились. Поизносились все-таки на Ближнем Востоке. Я с вами согласен, Александр, но смотрите, к какому выводу я пришел и отвечаю на ваш вопрос. Когда Зеленский сказал 20 апреля, что это вам нужно, вы приезжайте, он ничего не понял, то, что произошло дальше. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сказал, решайте все на поле боя. Украина и Россия, решайте все на поле боя. Я взял паузу. Такое решение принял Дональд Трамп. Кто-то понял, возможно, кто-то с этим не согласен, но именно так выглядит ситуация за последние 1,5 месяца. Вы воюете, вы можете договориться, вы можете дальше убивать друг друга. Я смотрю сбоку на то, что происходит у вас в России. У Украины с Россией. Воюйте, продолжайте войну. Вот какой ответ не озвучил, но дал понять президент Трамп. Вот и все. Да, друзья, значит, переходим непосредственно к вашим вопросам. Режим Блиц, Василий Дмитриевич. Режим Блиц, это означает покороче, чтобы просто очень много вопросов, чтобы мы их прошли, успели, да, хотя бы. Давайте постараемся, конечно. Хотя бы в таком формате. Так, поехали. Из сообщества YouTube. Скажите, если Латвия с маршем СС каждое 16 марта в ЕС, а для Украины это явится препятствием, не срастается как-то? Спасибо, всем добра. Ну, что неонацисты в Латвии сейчас у власти, это мы понимаем. Мы просто видим, что как оформляется для некоторых стран понимание, что ровно такая же неонацистская власть и на Украине. Пожалуйста, пусть принимает такую Украину в ЕС. Так, Оксана пишет, обычно о приезде Виткофа в Москву объявляли либо он сам, либо Дмитриев. Заявление Буданова не более чем игра на публику для внутренней аудитории. Он уже дважды говорил, что Витков приедет, и оба раза мимо кассы. Согласны? Российская власть, либо Кирилл Дмитриев, либо Ушаков, либо Песков объявят о приезде Уиткофа и Кушнера, либо отдельно Уиткофа ровно тогда, когда будет принято это решение. Никакого решения о приезде этих руководителей, этих представителей Дональда Трампа нет. Угу. Лина Востроилова, способно ли украинское общество сделать выводы из падения? Я не знаю точно из какого падения, да, но если мы говорим о падении самой власти, да, то, конечно же, не способно, не может, оно не обучено и оно не понимает, как выходить из ситуации тупиковой или той самой, которая вот сейчас происходит, именно падение. Угу. Так, станет ли Буданов новым президентом Украины? Ну, такой вопрос. Нет, не станет. Буданов имеет свою роль. Кстати, я должен сказать, что при всей его критике во многих странах ему доверяют. Он
один из тех представителей Украины, который держит слово. Так говорят западные эксперты. Чат трансляции. Почему Вакаров разделяет украинцев, называя западенцами? Он что, большевик? Спасибо большое. На самом деле очень многие люди меня называют западенцем, но я называю не западенцем, я говорю о людях, которые проживали на Западной Украине и продолжают проживать, и которые, часть из них навязали свою идеологию всей остальной Украине. Вот это для меня западенцы. Вопрос Василию от Александра. Считает ли он, что Украина останется в принципе как страна с учетом долга в 500 миллиардов долларов и евро? По всему, на сегодняшний день по всему видно, по всем показателям, что никто, я, по крайней мере, не слышал заявления ни с одной стороны, в том числе и из России, что Украина не должна остаться. Да? То есть Украина как государство останется. А вот какая Украина, какой будет ее территория, это меня меньше всего волнует. Меня волнует другое. Качество этого государства. Вот если качество будет нормальное, приемлемое для жизни людей, да, конечно, я это хочу и я в это верю. А вот нынешняя Украина и то, что называется неонацистский режим, неонацистский режим нынешней Украины, конечно, мне не то, что не понравилось, я категорически против этого. Вопрос. Ту-95, Ту-22 стратегия стали владеть Украина, Белоруссия, Казахстан после распада СССР. Только Украина большую часть порезала, другие поменяли, продали. Может, уже в этом было назло России, Александр Леонов? Ну, какое назло России? Я же жил в это время. Я помню, как Соединенные Штаты Америки давили на Украину с тем, чтобы она, во-первых, отдала свое ядерное оружие, именно самолеты этого класса, насколько я знаю, способны были транзитировать это ядерное оружие, поэтому они были порезаны. Вот такой вопрос от Юры. Армении со 2 июня необходимо приостановить сертификацию живой рыбы и рыбпродукции, предназначенной к экспорту в Российской Федерации, а с завтрашнего дня виноград нельзя ввозить, сообщает Россия. О, как поздравил Путин Пашиняна с днем рождения. Но тут, знаете, Путин поздравил Пашиняна с днем рождения, а Пашинян ответил. Пашинян ответил ровно так, приблизительно, да, как отвечал когда-то Виктор Федорович Янукович в 2012 году, в 2013 году, когда у Украины был выбор. Так куда идти, Европейский Союз или Евразес? Значит, Янукович колебался долгое время, да, вместе с Николаевичем Азаровым. И к чему это привело, мы, к сожалению, я это на своей шкуре прочувствовал, вижу и переживаю до сих пор. Мне кажется, что параллель той ситуации и отношений России и Украины на то время, она абсолютно уместна. Плюс-минус я вижу подобную картину, к сожалению, я вижу подобную картину, которая сейчас происходит между Арменией и Россией. И вот эти все заявления Пашиняна и реакция России с вводом вот пошлин, ну, к сожалению, еще раз говорю, это все повторяется. Не хотел бы и очень не хочу, чтобы судьба у армян была такая же, как судьба у украинцев. Эдуард спрашивает, если НАТО перестанет спонсировать Украину, что тогда будет? НАТО частично спонсирует Украину, потому что не только страны НАТО, страны Европейского Союза и другие, та же самая Япония, там Южная Корея помогает. Вот, это не только НАТО, да, и в частности они помогают Украине не только деньгами, а и покупают оружие у самого главного члена НАТО, Соединенных Штатов Америки. И если, давайте так конкретно, если Европа прекратит финансирование Украины, вот сегодня Европа прекратила финансирование Украины, сегодня же наступит мир на Украине. Вопрос, Василь. Ты рассчитываешь, на что ты рассчитываешь, что когда-нибудь приедешь в Украину, и что с тобой сделают, спрашивает пользователь. Что со мной сделают, знаете, это я сам решу, во-первых, приезжать, не приезжать, а во-вторых, что со мной сделают или кто со мной сделает, я думаю, что
Для Украины я делаю ровно то, что должен делать каждый человек, который родился на Украине. Я на своем месте делаю то, что могу, и буду стараться делать и дальше, и прикладывать свои человеческие, физические усилия для того, чтобы война на Украине закончилась. Василий Вакаров был моим собеседником сегодня. Я благодарю за время и мысли. Спасибо всем, будьте здоровы. И с началом вас лета. Да, друзья, всем добра и света этим летом. Дальше порифмуем в шуме, поэтому далеко не уходите от Ютуба, берегите себя. Увидимся. Будьте здоровы.